30 августа 2018 года в Москве в возрасте 80 лет умер советский и российский эстрадный певец, политик и общественный деятель Иосиф Кобзон. В большей степени артист запомнился людям своим музыкальным творчеством. При этом он занял почетное место как в памяти о советской эпохе, так и в истории современной России. Творческая деятельность певца всегда так или иначе была связана с большой политикой. Можно сказать, что первый шаг в ее направлении Кобзон сделал в 1946 году, когда он, будучи победителем Всеукраинской школьной олимпиады по художественной самодеятельности, выступил в финальной части конкурса в Москве в Кремлевском театре перед советским вождем Иосифом Сталиным. Кобзон был знаком со многими известными актерами, певцами, политиками и другими яркими личностями. Певец был несколько раз неудачно женат. Однако в последнем брачном союзе Иосиф Кобзон прожил с супругой большую часть своей жизни. Артист по-настоящему ценил дружбу и был верен своим жизненным идеалам. После смерти Владимира Высоцкого певец помог захоронить друга поэта, в то время как большинство людей, называвших себя друзьями Высоцкого, отвернулись от него сразу после смерти. Творчество музыканта было заслуженно высоко оценено советской властью. В середине 80-х годов прошлого века Кобзону присвоено звание народного артиста СССР. Кобзон не утратил свою популярность и после смены политического режима. Президентом России Владимиром Путиным артист удостоен звания Герой труда Российской Федерации. Санкции США коснулись Иосифа Кобзона задолго до присоединения Крыма к России. В 1995 году певцу был запрещен въезд в Америку из-за подозрений в связях с российской мафией. Несмотря на то, что американские власти так и не предъявили Кобзону официальные обвинения, ограничения на въезд просуществовали до дня смерти российской звезды эстрады. Во время захвата террористами зрителей мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году в Москве артист стал первым, кто вступил в переговоры с бандитами и вывел из захваченного здания 4 заложников. В 2015 году Кобзон попал в санкционный список Европы за выступление с концертом в самопровозглашенной Донецкой республике, сделанное им в поддержку жителей бывшей Донецкой области, в которой он родился и какое-то время жил. Таким образом, Кобзон был не только известным талантливым певцом и музыкантом, но и надежным, уважаемым, бесстрашным, сострадательным и эффективным общественным деятелем двух эпох, который вошел в историю России, став положительным примером для современников и потомков. По одной из версий, явившейся причиной смерти онкологическое заболевание у Кобзона стало следствием его выступления на концерте в поддержку ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС и незадолго после произошедшей на ней трагедии. Кобзон вообще не берег себя. Для него было совершенно нормально выступать в условиях опасных для жизни. На счету звезды концерты в Афганистане, Сирии, Грозном и Донбассе. Певец занесен в Российскую книгу рекордов как самый титулованный артист. За свою жизнь Кобзон получил более 40 почетных званий, став народным артистом 5 стран и почетным гражданином 29 городов. Самый длинный концерт Кобзона, посвященный его 60-летию, длился 12 часов, начавшись вечером, а закончившись рано утром следующего дня. Свой след Кобзон оставил не только на земле, но и на небе. Именем певца названа планета, которая зарегистрирована в Международном каталоге планет под красивым номером 3399. Александр Иванов, популярный в свое время поэт-юморист, однажды пошутил: «Как не остановить бегущего бизона, так и не остановить поющего Кобзона». Жизнь певца остановилась, а его добрые дела и песни продолжают жить. За свою долгую творческую карьеру артист исполнил более 3000 песен. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Castle Storm и будьте в курсе самых интересных последних событий с долей юмора и не только. Спасибо всем за внимание. Пока. Песня остается с человеком.